Доброе утро в прямом смысле этого слова. Доброе утро. Готовлю детям завтрак. Не завтрак. Перекусы в школу. Вчера имела неосторожность. Вчера я немножко не домогала. И так мне было лень. Дала детям карточку. Говорю, зайдете в магазин старшим детям, что-нибудь купите. В общем, дети остались голодными. Не покупают в магазине. И деньги даю, не просто карточку, приходят, ничего не покупают. И карточку даю, ничего не покупают. В общем, приходится готовить. Но ничего страшного, это нормально. Так, сегодня я делаю конвертики. Только одной снежанке сделаю бутерброд. Вчера взрослые-то дети ушли, а маленькие дети еще только через час. И Снежана мне говорит: мама, делай нам что-нибудь. Кушать мы хотим. А что? После первого урока кушают. А уроков-то 5 у малышей. 5-6. А после первого кушают. Конечно, они кушать хотят. Я вот в школу сходила, подумала. Не, надо делать обязательно. Нарезала я вот тут уже лаваши. У нас лаваши небольшие, поэтому их только на 2 раза можно разрезать. Вообще, вот эти лаваши очень вкусно замочить в молочке немножко, а потом делать. Но я же в школу делаю, мне так не надо. И поэтому вот их когда делаешь, оно за столом-то вкусно. А потом оно, я же им в пакетике даю. И потом, когда оно в пакетиках побудет, оно вообще вкусно становится. Дети прям в восторге от таких перекусов. Порезала я хорошего качества сосисочку. Теперь огурчик. Сама солила помельче. Огурчик соленый. Опс. Не знаю, сегодня Валера должен домой приехать. Неделя прошла. Как время летит, а? Валера, считай, только приехал. И уже неделя только уехал. И уже неделя прошла. Так. Все сосисочки надо порезать все-таки. Лаваши легко, нормально. Дома останется, если не съедят. Придут со школы, съедят. Добавляю только сосиску, огурчик, сыр сейчас потру, немножко яйца. Вот яйца немножко вообще. Огурчик детям нравится, взрослым, когда попадается. А яйцо не все любят, поэтому всего 4 штучки яйца будет. Так. Все это перемешаю, и все. Огурцы уже свои достаем, которые солили. Кушаем уже. Яйцо домашнее. Продукты стараюсь нарезать с утра,
Потому что если с вечера нарезать, все равно уже не свежие. Ну, не свежие уже. Целую ночь. Даже вот огурчик достать, он уже не свеженький. Или он лежит в рассоле, или его убрать. Завтра Иван старший поедет к Ване, к маленькому. Все, дети заскучали по Ване маленькому. Вчера Ульяна, прям мама, все уже соскучилась прям по Ваньке. Он хоть и капризный, но его все любят. Не знаю, уже прям переживать даже начали. Так, пакетики выбрасываем. Теперь сыр просто на крупной терке натру и все. И туда вовнутрь. И немножко майонеза. Не знаю, уже так думаю, это 15 числа было ровно 10 дней, как Ваня у нас находится в санатории. Я уже думала даже забрать его. Но потом думаю, ну цель же какая-то была, для чего. Он опять прибаливал там. А титушка у него там был. Ну, они звонят. Они там звонят, даже если вот шишку ребенок поставит, они сразу звонят и говорят. Сырочек. Звонят и говорят, что вот у ребенка такие проблемы. Так, все, я убрала досточку. Сейчас перемешаю. Сейчас яйцо буду... Не буду я полностью смазывать яйцом весь конвертик. Я буду только шов смазывать. Я так делаю. Так, майонез. Кто-то из девочек попросил майонез рецепт. Я сделаю. Сейчас вот заканчивается как раз. Сейчас. Майонез. Все, перемешиваем. Лидер в этих конвертах получается все равно колбаска, огурчик и сыр. И немножко яйцо. То это только из-за предпочтений детей. Также добавляю и помидорки, и огурчики. Но не знаю, у нас как-то вот эта именно композиция идет. Не знаю почему. Ну, мои вот так вот. Я наблюдаю, что они больше любят. Так, ну начинаем. Так, славненько добавляем начинки. И пошли заворачивать. Так, чуть-чуть загибаю, вот так раз. И вот так. Во, какой получился. А этот... Вот так даже. Все. И смазываю. Вот здесь смазываю. Чтобы склеилось хорошо. Весь не мажу. Не хотят мои весь мазать. Сейчас несколько сделаем. Духовочку. Ой, газ уже разогревается. Так. Очень любят такие конверты. Ульяна берет сразу на себя и на девочку, которая с ней сидит. Угощает ее. Мальчишки так не делают, а Ульяна делает. Говорит, мама, я угощаю. Ну, угощай. И смотрю, всегда берет побольше и кушает вместе. Так, раз. Оп. Вот, и смазываю здесь, чтобы хорошо прилип, чтобы не отходило. Все, газ делаю такой умеренный, ну это как я делаю. И пошла обжаривать яйцом вниз. Вот.
Разогрела сначала сильно. Мне время наступает на пятки. Надо быстро-быстро. Побыстрей. Так, раз. Уже скоро ребятишек будить. Поэтому вот так вот. Раз. Все. Ой, какие красивые получаются. Ой. Пошли. Даже 4 сразу положи. Иногда делаю просто сыр, немножко колбаски для разнообразия. То есть такое и такое. И детям тоже нравится это разнообразие. Так, раз. Оп. Все, первая красота готова прям. Оп, хрустящие такие. Так. Все, главное их завернуть. А налепить, а пожарить уже не сложно, уже быстро. Главное вот позаворачивать. Дальше. Так, моим деткам сегодня будет вкусненько. Пусть кушают. Учатся хорошо. В этом году я их всех очень. Прям вот весь вечер сидим, занимаемся, делаем все. Все. А чтобы учиться, надо кушать хорошо. Смотрите, какие первые красивые получились. Красивенькие. Ой, хрустящие, хрустящие. У малышей перекус, сладкий перекус перед
музыкальной школы. Сейчас они забежали домой, у них буквально несколько минут, и они чаевничают, да? Как день в школе прошел? Хорошо, литературное чтение 5. У меня тоже. Посмотрите, Снежана сидит ровненько. Папа ей, наш папа, сделал ей стульчик. И вот они сидят. Да, пойдут прям в школьных формах в музыкальную школу сегодня, потому что тратить время на переодевание. Иногда после школы мы бегаем прям в школьных формах, когда совсем времени нету. По литературному чтению за что 5? Например, если поторопишься, людей слышишь. За пословицу, то, что ты выучила, да? Анюта какую учила пословицу? Забыла. Угу. У тебя сегодня сына как дела? Три урока хорошо, а четвертый плохо. Почему? Потому что Костя... Какой Костя? Не наш, А другой мальчик, да? Да. Костя попал девочке в голову. Ни о чем. А у тебя почему плохо? Вот. В смысле? Поэтому... Ну, тебя ругали? Нет. А, все понятно. То есть ты не участвовал? Нет. Нет. А где он попал? На физкультуре, что ли? Да, на улице. Ну, это физкультура была? Ну, Со всей силы. а? Со всей силы. Она ему сказала, кинь, пожалуйста, мяч, а он... Ну, он не специально же. Наверное. Ну, он не специально. Так у него получилось. У одного Кости сейчас неполадки. Какая-то девочка ему оторвала на ремне хлястик, и он переодевается, бегает, его кружка ждет. Девчонки, сладко глюкозку, да, получить перед фортепиано? Печеньки макают в мед и кушают. Глюкоза очень хорошо. У вас будут работать... у вас сегодня нету фортепиано. У вас сегодня у всех сольфеджио. А завтра у вас у всех фортепиано. Завтра папа едет к Ванюшке, к маленькому. Ну, он едет попозже. Не как всегда мама рано утром уезжает, а попозже, поэтому он успеет. Нам в 3 часа в школе надо в ДК съездить, мы будем поздравлять родину нашу. Подожди, когда в 3 часа? Завтра. А, все понятно. Ей исполнилось 103 лет, походу. Походу. Слушайте, да. Доча, у тебя вот это слово «походу», вот оно, нехорошее слово, как бы некрасивое. Походу. 85 Да, я знаю. Ну, вот у Снежаны 103 лет. Главное, что она старается запоминать, говорить, да? Что еще сегодня в школе было интересного? Какие оценки были? Не такие, как вчера? Нет. Вчера Снежана у нас пришла со школы, играет, уроки делает. Я говорю, а оценки-то у тебя какие? Она говорит, 2. Я говорю, как 2? Ну, 2. У нас учительница строгая, поэтому спуску нам не дает, да? Она уже добрая стала. Ваша строгая учительница? Нет. Добрая? Она уже стала доброй. Добрая. Очень. Я имела в виду строгая, это не значит, что злая. А как строгая? Она ставит оценки, она требует хороший почерк, да? Она такая. Но я не говорю, что она плохая, нет. Ну, а мне нравится, что вы встали на защиту Валентины Евгеньевны, да? Какая учительница? У нас хорошая учительница. Я рада очень. Че, глюкозка вкусно? Ага. Да. Если только мы ее злить не будем, тогда она не будет злая. Правильно. То есть не злить, а плохо вести себя в школе, да? Да. Глюкоза – это когда или печеньку, или хлебушек макают в мед. Глюкоза это сладенькая, да. А мед это хорошая глюкоза. Сейчас звонил Владик, передавал всем привет. Да, сказал, что скучает. Ну, я буду звонить, передам. Когда он позвонит в следующий раз, я-то не звоню. Я могу только написать, а позвонить сама не могу. Не подымет трубку.
Когда в следующий раз будет звонить, я тоже передам привет, скажу, все дети тебе тоже передают привет. Сегодня Валера домой приедет. Да, сегодня пятница же. Да, он в пятницу приезжает домой. А завтра, получается, мы в школу идем? Нет, завтра у вас у всех только специальность. Послезавтра у тебя тренировка. Завтра мы уже будем композиции проходить. Да. Папа купил гардину. Вон повесит. И шторочку повесим. Тюлечка, видите, уже на окошечке. Я даже не заметил. Ну, ты просто... Вон на окошечке шторочка, а рядом с окошечком, видите, стоит гардина. Да. Ну, сегодня, как у папы, будет время, потому что он еще Не свободный. еще пока доча не свободный, да. Да. Когда будет свободный, тогда и... Пойду я посмотрю, что-то Костя долго, а то останется без перекуса. Нет, сейчас он уже освободился, он там просто личными делами занимается своими. Вы тоже успейте покушать и личными делами позаниматься. Посетить комнату гигиены. Да. Я рада вас видеть. Ой, Это печенье. печенька чихает что-то. Ой! Печенька заболела, что ли, коронавирусом? Да. Пришли. Кто-то пришел, да. Сегодня у нас один мальчик уже выздоровел. Да, хорошо. Да. Ну, кушать. Все дальше. Вот Костя пришел. Помашай. Поздоровайся. Здравствуйте. Ух ты, какая галочка. Ну, Нам уже пришли очки. мама сегодня получила очки, в которых я теперь близко смотреть буду. Все, это уже возрастное зрение. Падает, но оно не сильно падает, но уже немножечко раздражает. Да, ну кушайте, дети, давайте. Я буду кушать, продолжать готовить. Остановиться не могу. Сейчас делаю. Мальчики сходили мне, персиков набрали. Делаю персиково-яблочно-тыквенный сок. Я, конечно, не уверена, что дети прям бросятся, но Никита уже спрашивает. Василиса тоже хочет, а остальные не знаю. Ну, как хотят. Кто-то будет, так не бывает, что все. Ну, у нас часто такое бывает, что все любят. Сейчас вот заготовлю. А там жарю в духовке тыкву в меде. Нарезала кусочки тыквы и смазала маслом сливочным и жарю. Кто будет, если увижу, что дети подросли и стали такое кушать, ну, когда-то еще сделаю. А так, я думаю, кроме меня и папы, это есть никто не будет. Поэтому я много делать не стала. Сейчас она закамерализуется, такая станет в меде. А еще у меня делается виноградный сок. Покажи, доча, как делается. Ульяна у меня сегодня оператор. Сейчас попросила ее. Поставила. Начала я заниматься виноградным соком. Вот такая конструкция стоит. И получается, вот ягоды заправляешь в эту соковарку. И вот как раз 3-литровая баночка получается. Сейчас сок сделаем. Соковыжималку достанем на вечер. У нас Валера приехал, дети очень рады. Валера приехал рано, успел. Дети прям накинулись на него, даже в первый раз так не накинулись, как сейчас. Уже соскучились, мальчишки прям ждали. Я крикнула, кто сходит в магазин. Валера кричит, я. Рома кричит, я с Валерой. Валера кричит, я один. Рома кричит, нет, я с ним. Все захотели сходить, в общем. Так, ну, все, сейчас персики вот эти. Я и яблочки порезала помельче. У нас не широкая соковыжималка. В общем, тыквенно
яблочно-персиковый. Трио такое. Сейчас косточки выброшу. Так. Ну и все. И все. Даже яблок больше. Ну вот такая кастрюлька. Эта кастрюлька у меня 6-литровая. Пока на паузу. Посмотрю, сколько получится. 2-литровую достала баночку и пошла. Все. Здесь Ульяна занимается со Снежаной английским, к репетитору. Ручка. Эпен. Урок. Элэсэн. Ученик. Эпюпл. Линейка. Эрулэ. Рулы. Да, молодец. Так. Давай теперь наизусть. Смотрим, знаешь ли ты. Так. Карандаш. Эпью. Эпенс. Учитель. Тичер. Тетрадь. Копибук. Ученик. Эпюпл. Линейка. Эпенсел. Нет. Старших девочек комната. Некогда им сегодня прибираться даже. Сегодня девочки бегали к бабушке, полы помогали, мыли. Это Ну, поделка, покажи. поделка Снежанкина. Корзинка, да, что это? Да, это у нее. Расскажи, дочь, что это у тебя? Это корзинка. Это... Цветочки. Да, Должны цветочки. быть. Это лепесточки. Да, это цветочки, а это лепесточки. А это паутинка. Паутинка такая. Такую картинку сделали. Это вы сегодня делали в школе, да? Нет, В школе мы не доделали, а я сделала дома. Ой, а молодец. учительнице надо сдать, да? Да. Каждую пятницу идет у нас стирка, глажка школьной формы. Я уже про это не раз рассказывала. Ну, вот Максима форму стирать не надо. Только рубашки чистенькие они у него. Просто отпарить. И все. Вот это помещение. Кухня у нас тут была. О, в школу что носит? Диск. Вот диск у папы взял. Предельно чисто плотен. Вообще Максим молодец в этом отношении. Так. Поэтому только рубашечки и все. Дети уже завидуют. Папа сейчас едет у нас к Ване, к маленькому. Дети завидуют. Почему, когда Рома говорит, почему, когда мы в санатории, вы к нам не приезжаете? Маленький он. Маленький. Поэтому мы не ездим. Мужичок такой в жилеточках. Так и проходят выходные. В пятницу стирка, в субботу глажка, приведение в порядок. В субботу обязательно надо постараться, чтобы все уроки были закончены, чтобы в воскресенье вообще к урокам не касаться. Спасибо, что заходили к нам в гости. До скорой встречи.